Значит, да, добрый вечер, дамы и господа. У нас вторник, и это значит День благодарности всем подписчикам, и не только подписчикам, поддержавшим этот канал рублем, долларом, евро. Ну вот, это следующие господа. Сейчас мы их произнесем. Это, ну, во-первых, господин, который карточка заканчивается на 27. Спасибо ему большое за 2 доната. Он занимает уверенное второе место за эту неделю среди всех донаторов. Значит, также Борис М. Спасибо вам большое. Олег А. Спасибо большое. Дошло, значит. Владимир С. Где поговорить про заказ стрима? Вот это... Ну, мы с вами разговариваем, да, уже. Илья Д. сегодня пришел в донат. Спасибо большое. Так. Это мы закрываем. Здесь, соответственно, ДК. Спасибо, господин ДК. Викас, спасибо большое. И комитеты Дней Прогресса. Тоже 2 доната. Спасибо большое. Следующие господа. Это Дмитрий Б. 1 донат. Кузя 495. Кузя, судя по всему, из Москвы. Спасибо большое. Аноним. Минимальный дон написано. Мисодикал, который, конечно, является лидером прошедшей недели. Раз, два, три вот. 3 у него доната, да. Дмитрий Б. Еще 1 донат. Или это может быть другой Дмитрий Б. Спасибо большое. Денис Кузьмин. Смотрю в записи, но стримы топ. А вы продолжаете исследовать ситуацию с координатами египетских, китайских пирамид? Или вы забросили это дело? Мне интересно. Хуб. Значит, тоже ему спасибо большое за донат. Пришел сегодня. Значит, смотрите, у нас появилась тема, которую, ну, в общем-то, приходится обсуждать. Она в комментариях была наиболее активна за прошедшее время. Она была посвящена новому украинскому нарративу о том, что они смогут нанести России такое поражение своими дронами. Ну, в первую очередь нефтепереработки, что Россия встанет на колени и поползет упрашивать о заключении мира. Ну, над этим уже много кто издевался, в частности, например, известный военный философ Олег Стариков, он мне попался недавно, ну, просто совсем его кусочек. Он говорит, что вы не понимаете русских, вы не понимаете Россию, даже если у них бензина не будет нигде, вообще говоря, армия и флот будут не испытывать ни в дизеле, ни в бензине никакого недостатка. Это, с одной стороны, конечно, правда, что касается ментальности русских и российского государства, но с другой стороны, это является и отчасти ошибочным. Дело в том, что на сегодняшний день украинские ВВС, ну, в частности, подразделения беспилотных систем, не в состоянии нанести России хоть какого-то заметного, значит, этого поражение, так чтобы именно деятельностью украинских беспилотных сил было обусловлено недостаток бензина непосредственно в России. Вот, так что у нас сегодня предстоит некоторое маленькое исследование. Это маленькое исследование должно состоять из нескольких частей. То есть мы отвечаем на 3 вопроса. А правда ли, что российская нефтепереработка настолько мощна, что ей, вообще говоря, все эти беспилотники с их красивыми снимками, там, взрывами на нефтегазовых заводах и так далее, это просто, что называется, слону дробина, да? Правда ли это так? Второй момент. А правда ли, что во времена советской античности, за большой срок, я сказал, с 50-х годов, назовем его 60-х, на территории РСФСР был построен всего лишь 1 завод, а все остальные заводы строились, так сказать, в братских республиках, и больше нигде не строились, а Россия, которая, в общем-то, эту нефть и газ в основном и производила, почему-то давала переработку, значит, бывшим Советским Союзом, республикам, куда надо было ту же самую нефть везти, где в бочках, где в цистернах, где при помощи трубопроводного транспорта и прочее, прочее. И я ответить на это не могу, у меня за памяти осталось, что можно всего лишь 1 был завод построен. И мы сейчас это проверим. И третий тоже возникло в комментариях. А правда ли, что в одном только Башкортостане 3 нефтеперерабатывающих завода?
Ну вот, давайте на эти вопросы отвечать. Не могу сказать, что тема такая жареная, это вам не комета и не, да, и не смерть Трампа, в общем-то. Но тем не менее, мы как бы на этот вопрос постараемся осветить. Ну, вначале, сколько у нас перерабатывается нефти, по большому счету, и сколько у нас на самом деле этой нефти потребляется внутри страны, да? Давайте посмотрим на список нефтеперерабатывающих заводов. Вот он, список нефтеперерабатывающих заводов. Но нам пока, мы будем его изучать чуть позже, но нас интересует некий общий итог, чего они там наперерабатывали, значит. А их общий итог это 312 миллионов тонн. То есть это их мощность, это то, что они могут перерабатывать полностью. Давайте посмотрим, как у нас выглядит потребление нефтепродуктов. А потребление нефтепродуктов у нас выглядит так. Это в 2023 году порядка 170 миллионов тонн. И разбирается она следующим образом. Ну, в 2023. Это дизельное топливо, прочие нефтяные жидкости, автомобильный бензин, который уступает этим двум очень сильно. И это, собственно, у нас сжиженный газ, после этого реактивное топливо, мазут, а керосина что-то совсем не добывается, но не вырабатывается. Как бы так удивительно. Почему? Кстати. Ну вот, мы видим вот такую интересную вещь, что мощности нефтеперерабатывающих заводов России в 2 раза превосходят ее потребление. То есть потребление вот такое, а мощности 312 миллионов тонн. То есть мы видим на самом деле, что повреждение отдельных заводов, как бы красочно это не смотрелось на самом деле, оно не может нанести нефтепереработке России хоть какой-то существенный урон. Более того, работает следующая логика, которую американцы применяли во времена наводнения в Новом Орлеане. Они говорили, как здорово, город практически полностью разрушен, у нас вырастет ВВП, потому что мы начнем его восстанавливать. Выделим там средства, деньги и так далее, и так далее. Это да, ВВП удивительный показатель. Например, он растет тогда, когда ты утром копаешь яму, а вечером ты ее засыпаешь. То есть ты выполняешь определенный набор работы какой-то по копанию и закапыванию ямы. А ВВП у тебя взял и вырос таким образом. Это удивительный показатель. И, к сожалению, многие экономисты, правительства и просто президенты начинают равняться на этот показатель. А мы знаем, что любой показатель, как только он берется за определенного рода критерий, то есть любая величина, тут же люди начинают подделывать эту величину, работать только чисто за нее и так далее, на нее и так далее, и так далее. В этой странной логике, то есть ущерб, который наносится ракетами и беспилотниками Украины российским нефтеперерабатывающим заводам и системам всевозможного нефтехранения и продуктов, да, вот этим танкерам. В этой странной логике он вообще должен привести к тому, что у нас ВВП еще вырастет. Ну, будет какая-то деятельность по копанию и закапыванию ямы. Вот следующая вещь. Ну вот и опять я хочу вам сказать, 312 против 169. То есть я был примерно прав, что мощности российской нефтепереработки, потребление внутри страны превосходит практически в 2 раза. Раньше весь этот бензин, значит, он вывозился, и все нефтепродукты типа дизеля. Дальше они еще часто в Европе перерабатывались в направлении дальнейшего разделения нефтепродуктов. То есть вот мы тоже этот вопрос сегодня по большому счету обсудим. Ну, давайте теперь проверять другую странную, значит, это нашу гипотезу, которая она состоит в том, что только один завод был построен после 60-х годов на территории СССР до путинской эпохи, ну, до эпохи современной России. Давайте посмотрим на эти основные заводы, где они расположены. Ну вот самый крупный, самый современный, самый супер-супер нефтяной завод, он находится у нас в Омске. Я помню, очень сильно обижались омчане, да, когда Матвиенко, ну, по санкции Путина, будучи губернатором, добилась того, чтобы Газпромнефть переехала, собственно, то есть Сибнефть,
она переехала, собственно, в Петербург и начала там платить налоги. То есть на самом деле крупнейший НПЗ, и это, разумеется, крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, он находится возле Омска. Но я хочу обратить на другой показатель, на показатель глубины переработки. То есть «Газпром» настолько сильно вложился в это дело, что показатель переработки там составляет 0,991. То есть только 9 тысячных всей продукта оно не перерабатывается, а все остальное как-то там делается. В отличие от второго завода, который находится в 150 километрах от Петербурга, и который тоже, ну, в общем-то, может быть, в будущем и будет уязвим с точки зрения атаки беспилотников, но находится, опять-таки, от Украины достаточно далеко, хотя не так далеко, как Омск. Это Кириши-нефтеоргсинтез, Кириши, то есть 158 километров от Петербурга. Там находится, значит, завод странной компании «Сургутнефтегаз», который никто не знает, кто является ее собственником. Но ее собственником считает, вот Белковский говорит, что реальным собственником ее, одним из, ну, по крайней мере, точно мажоритарным, является Владимир Владимирович Путин лично. То есть он, в общем-то, принадлежит, грубо говоря, правящей династии. Ну вот, есть Рязанский, насколько я понимаю, его тоже делали, тоже поражали. Но у него вот и глубина переработки не такая, как в Омске и так далее. Вот Нижегородский нефтяной завод от Лукойла, значит. Ну, переработка у него обычная, он тоже достаточно большой, примерно так, как Рязанский. Вот удивительный завод Ярослав-нефтеоргсинтез. Расположен он на окраине города Ярославля. Многократно мимо него проезжал, когда часто ездил в Ярославль. Ну, хочется заметить следующую вещь. Всегда вызывало некое недоумение, почему Ярославль, по крайней мере, жилой фонд в спальных микрорайонах Ярославля находится в таком диком плохом состоянии, в то время как тут находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Опять-таки, север трудно достижим и так далее, и так далее. Мы видим, что большое количество заводов, ну, беспилотники до них долетают, но они находятся как бы в глубине России. Но самый крупный Омский МПЗ, соответственно, в Сибири, хоть на самом деле и Западной Сибири. Вот, это вот такие вот рода вещи, которые у нас на самом деле проявляются. Ну, проверим нашу гипотезу по поводу того, что у нас в Башкирии находится 3 завода. Это следующий. Это достаточно крупный завод Башнефть, Уфа-Нефтехим, есть такой. Вот, Газпром Нефтехим Салават, тоже достаточно крупный. Ну, как и все, что, с чем работает Газпром, с очень высоким уровнем переработки нефти. И уникально высоким. Башнефть. Ну и, соответственно, вот он здесь есть. Башнефть НПЗ, Новоуфимский НПЗ Новойл. Ну, замечу, что уже так мы вот таких посчитали, мы их насчитали 4 штуки. То есть мы видим, что достаточно, опять-таки, далеко от фронта, в глубине находятся некоторые заводы, суммарная мощность которых превосходит тот же Омский НПЗ, значит, лидера практически в 2 раза, ну, чуть меньше. Тоже это очень интересная ситуация. Но самый волнующий вопрос, который нам надо каким-то образом изучить и его по большому счету исследовать, он состоит в следующем. На самом деле, и он вызывает большое количество всевозможного рода недоумений. Он состоит в следующем. Вот это на самом деле, как так получилось, что нету никаких заводов после 60-х годов на территории СССР. Мы видим Омский МПЗ, середина 50-х годов. Мы видим Кириши-нефтеоргсинтез, середина 60-х годов. Рязанский НТЗ, 60-го, Лукойл, Нижнегородский, 58-й, Ярослав нефтеоргсинтез, 61-й. Все очень давно. Поищем города, поищем заводы, которые бы открыты были в 70-х и 80-х годах. И мы видим с интересом, что их нет. Ну, считается, что такой завод должен быть один. И он есть. Это Ачинский НПЗ от Роснефти. Ну, такой средних размеров завод. И вот он был открыт в 1982 году. В чем его особенность? В том, что он единственный нефтеперерабатывающий завод для всего Красноярского края. Ехать туда далеко, нефть там какая-то есть, и чего там только нету. И при всем при этом, вот это единственный завод, который был открыт на самом деле за 2 десятилетия на территории РСФСР, новый был построен. Вот подобного рода вещи, которые мы на сегодняшний день наблюдаем. Давайте посмотрим еще дальше, что у нас еще из таких
заводов есть. Ну вот у нас есть Сургутский ЗСК. Значит, написано, что 93-й год. Ну хорошо. На самом деле строить его начали, конечно, в конце 80-х. А что у нас есть еще? Вот, например, Новоуренгойский ЗПКТ. ЗПКТ. Что это означает? Что это завод подготовки газового конденсата. Вот он по большому счету. Он работает уже не с нефтью, он работает с газом. И этот газ он потом в некотором цикле поставлял как раз вот на тот завод Сургутский ЗСК, о котором я сегодня и говорил. Вот она, и очень, очень интересный. Вот. То есть мы видим, что у нас есть некий завод, который будто бы начал работать в 1985 году, который к нефти, собственно, не имеет никакого отношения. То есть это подготовка нефти к определенного рода переработке для того, чтобы отправлять его дальше на экспорт. Есть еще, значит, интересный завод, это Астраханский ГПЗ в Газпроме. Вот он тоже 86-й. Но опять что в нем? Он, значит, тоже завод переработки газового конденсата. Он перерабатывает газовый конденсат, делается из него и бензин, и прочее, прочее. Опять-таки, собственно, к нефтепереработке он не имеет никакого отношения. Есть вот жирный газ в Астрахани, и этот жирный газ надо перерабатывать на месте. Именно поэтому в 80-х годах такой завод возник, сильно развивается в последнее время, газа там много, бензин из него получается отличный, и так далее, и так далее. И все фракции, которые там выполняются, они там делаются. Но он маленький по большому счету, конечно, 3,3 миллиона тонн, это вам не Омск, но тем не менее вот такой есть. И вот, обращаясь к ситуации советской античности, к советской античности мы обращаемся. Что это был за странный выбор, который был совершен в 70-х, 80-х годах большевиками? По каким причинам решено было не строить новых заводов? А все заводы строились как бы на границе Советского Союза и ориентированы были как бы на переработку нефтепродуктов и дальнейшую отправку его на Запад. Вы посмотрите, что происходило в путинской России. 10, 11, 7, 14, 6, 2009 год. То есть настроено было громадное количество заводов, а оставшиеся были улучшены до полного неприличия, как, например, Омский НПЗ. Он 55 года, но это завод практически лидер по уровню переработки. И они вот такие у многих. У Роснефти есть Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае и прочее, прочее, прочее. То есть это с нуля было создано на нефтегазовые доходы, разумеется. Некая глобальная отрасль, которой нынешние обстрелы украинскими беспилотниками представляют из себя не что иное, как стреление там, значит, дробинами по слонам, что называется. Ну, можно посмотреть, где и как. То есть, разумеется, Роснефть у нас лидер, Лукойл на втором месте. Интересно, почему никто не запустил кампанию, что это заправился на Лукойле на заправке, поддержал Азербайджан. Такого почему нет до сих пор? Интересно. Ну вот Газпромнефть поменьше, там, собственно, Газпром своими газоконденсатными взаимодействием и так далее, и так далее. Очень интересно, что есть каких-то 13 мелких собственников, у них в распоряжении находится несколько заводов, прочих, как правило, по одному. Ну, их производительность очень маленькая, это в среднем чуть, ну, где-то 1,5 миллиона тонн, то есть очень мало, по большому счету. Но, тем не менее, вот такую историю мы на сегодняшний день наблюдаем. Ну, давайте ее немножко обсудим. Сейчас я переключусь и будем ее обсуждать дальше и снова, и больше. Такая вот вещь. Такая вот вещь, да. Оп. Переход. Вот этот факт меня очень забавляет. То есть, наверняка для него есть некое рациональное объяснение. Но оно может быть очень разное. Вот есть одно из распространенных возражений против буйства индустриализации Советского Союза, что будто бы 80%, ну вот наконец распад Советского Союза, 80% железных дорог достались от царского правительства. И действительно, темпами там они строились фантастическими, не помню какими, при Александре II, Александре III. А во времена первых пятилеток я помню, что был какой-то год, когда построили всех железных дорог новых, всего 4 километра. То есть индустриализация,
Первые пятилетки, Шум, Гам, Флаги, Кумач, Стахановцы. От 4 километра всего. И вот эта вещь такая, она делается, что типа того, что там Трансип построили, сколько там, за 15 лет, а Обама так тоже в этом не могли построить и за 40, что называется. Такое вот было возражение. Ну, против этого восстает, например, известный историк и журналист-железнодорожник Сергей Сергачев, известный как Перископ. Он говорит, ну да, действительно, темпы прокладки новых железнодорожных дорог при Советском Союзе резко упали по сравнению с царской Россией, несмотря на то, что техника не стоит на месте, что называется, да. Но, говорит, вот, были другие достижения. Например, Советский Союз переделывал однопутные железные дороги, царские, в двухпутные, и менял легкие рельсы на тяжелые, что позволяло пропускать по тем же дорогам значительно более тяжелые поезда со значительно более тяжелыми вагонами. Вот такого рода вещи. Но может быть. Является ли это разговор в пользу бедных, я не знаю, по большому счету. Но вот и я вижу вот этот странный факт, и ему не перестаю удивляться. Мы в самом деле обнаружили, что в 70-х, 80-х годах на территории РСФСР был построен только один нефтеперерабатывающий завод. И там, где его нельзя было не построить, потому что все-таки Красноярский край с его северным завозом и прочими вещами, большими городами, ну, по крайней мере, с одним большим городом, он, конечно, требовал около себя хоть одного бы нефтеперерабатывающего завода. Нельзя же столько по дефицитной железной дороге возить из других регионов. Вот такого рода история возникла. Вот. А все остальное не получилось. Вот я и задаюсь этим вопросом, что это такое, вот откуда. Вы помните, я не перестаю удивляться следующему факту. Вот он факт такой был. Я вот всегда спрашивал, почему было два типа школьной формы для девочек. Одна такая, вторая другая. Ну, потом третья появилась, когда на стюардесс начали быть похожи. В синих юбочках, в синих жакетках. А вот такие. И была одна гораздо более нарядная. И потом мне было сказано, что, оказывается, вот ту нарядную форму покупали на Украине. То есть, с одной стороны, была одна и та же форма, но это позволяло девочкам на Украине выглядеть гораздо красивее, гораздо более нарядными, чем девочкам в России. Было ли это специальной диверсией? Почему это так сделалось? Конечно, более-менее обеспеченные девочки из России, например, с того же Архангельска, все это быстро понимали. И они себе заказывали, там, им это привозили, или родители, или кто-то еще, родственники какие-то. С Украины вот этот комплект красивой формы школьной. Ну и сразу же в классе становилось понятно, кто есть кто. Одни в красивой форме, а в другие в менее красивой форме. Одни ее привезли с Украины, тем более, что у меня, например, главная отличница в классе, Оксана Коваленко, она была просто из Киева родом изначально. У нее отец просто был комитетский, вот он отправляли то в Архангельск, то потом заниматься контрразведывательной деятельностью аж в город Нарьян-Мар. Вот такого рода история. Вот откуда такая вещь. И вот здесь, это что? Вот это то же самое или что-то другое? Что за этим скрывается? И какая-то действительно была необходимость. Этим будем, как модернизировали железную дорогу при Сталине, и в более поздние годы будем заниматься только модернизацией. Ну и при Сталине и жилья-то практически не строили. Живите в землянках, что называется. А мы там несколько высоток соорудим и еще что-нибудь. То есть практически не строило жилье. Ну, делалось оружие, конечно, много-много. Вот. Все ресурсы кидались на оружие. Вот такие вот дела. Ну, давайте подводить итог сегодняшнему нашему стриму. Значит, это послесловие в комментариях к стриму предыдущему, когда обсуждался вопрос ресентимента. Или то, что называется, Арестович называет землянкой УПА. Когда украинцы придумывают, во-первых, себе некоторые оправдания, почему блестящая страна с населением 52 миллиона человек с установленной мощностью 58 гигаватт при Советском Союзе от отсоединившейся России превратилась в полное говно, что превратилось там, востребованных мощностей стало меньше 20 гигаватт, население стало то ли 20, то ли 30 миллионов, рождаемость упала и прочее.
То есть понятие ресентимента. То есть когда ты пытаешься в собственных неудачах объявить кого-то, в данном случае клятых москалей, и начать с ними воевать. Притом таким образом, что тебе в какой-то момент становится важно уже не то, что как ты живешь, а важно, чтобы твой противник жил, ему было гораздо хуже. Потому что вот этот налет на НПЗ, и он не очень понятен. Ну да, красивые картинки, да, там спахивают эти огненные шары, потом что-то горит, иногда у нас не могут их потушить сутками. Бывают такие какие-нибудь цистерны, танки какие-нибудь с нефтепродуктами. Ну да, красивые. Ну вот и все, по большому счету. А так вот этот, что называется, мы будем воевать, все умрем, но будем воевать с москалями. Ну, есть такие люди, которые продвигают такой нарратив на Украине, так, чтобы нанести максимальное количество ущерба. Как в известном анекдоте, если говорит Бог, я тебе подарю все, что угодно, но сделай так, чтобы у твоего соседа это будет все двукратно. Тогда украинец просит Бога, выткни мне один глаз. Пусть у москалей не будет ни одного. Но здесь, к сожалению, вот все вот так. Все очень печально. Все так очень, очень плохо. То есть налеты есть, медийное сопровождение есть, но ожидать от того, что, мягко говоря, НПЗ, всей промышленности России от этого хоть как-то поплохеет, не приходится. И Стариков тоже не прав. Потому что он тоже думает, что от таких налетов Россия хоть как-то поплохеет. Да нам достаточно в ремонт вывести один завод нефтеперерабатывающий, там даже не масштаба Омского, какого-нибудь поменьше, чтобы нанести себе ущерб в области производства бензина на гораздо больших масштабах, чем можно было бы навести подобного режима при помощи этих украинских беспилотников. Ну вот такого рода вещи, такой вот странный стрим успехов российской нефтепереработки, ресентименте и всему прочему у нас сегодня вот произошел. Давайте я сейчас начну отвечать на вопросы. А вот, ничего у меня нету. Да, и вопросов мало. Тут по интернету говорят, что Питер в огне и 1000 погибших. Я подумал, что может случилось что-то нехорошее. Первый раз такое слышу. Надо посмотреть Фонтанки. Может, он в самом деле в огне. И в самом деле что-то случилось нехорошее. Просто очень большой город. У меня вот говорят, беспилотнику это сбили над Балтийской жемчужиной. Это километров 5-7 от меня. Так я об этом даже и не слышал до последнего времени. Стариков, английская мурзилка. Ну а кто он? Конечно, английская. Реактивное топливо – это керосин. Да, вот это очень интересно. Почему керосин переехал в реактивное топливо, эту шкалу ее оставили. Приветствую ведущего всех слушателей. Да, добрый день. Бендер поймал корейка, когда тот удар настроил Турксиб. Да. И вот каждый вот буквально километр он был это было действительно праздником. Потому что строилось новых линий при большевиках очень мало. Вот Перископ объясняет тем, что строились двойные полосы вместо одиночных и переходили с легких на тяжелые рельсы. То есть занимаясь в первую очередь модернизацией, а не прокладыванием определенного рода линий. Я помню, что там нашли где-то нефть в каком-то нефтехранилище царском. Значит, где-то там недалеко от Самары или Саратова, в пустыне, да, и посчитали, что эту нефть и надо перевести поближе к России. Начали строить, значит, железную дорогу и бросили туда дивизию Фрунзе, говорят, целую. И она практически полностью там полегла из-за холеры, болезней, недоедания и всякого прочего. И кончилось тем, что большевики начали на верблюдах с этой штуки вывозить бензин, собственно, в Россию. Я вот такую историю слышал. Игорь, альтернативщики давно показали, что ЖД почти все страны не строили, раскапывали, кури их. Ну ладно уж, так уж и радикально-то. Крым тоже подарили зачем-то. Ну вот да, это странно. Но мне вот эта история сделать девчачьей формой все время из головы не идет. Ну неужели вот так? Неужели вот это карательная стоматология наша любимая, это происки англичанки какой-нибудь?
Ну вот неужели вот так? И вот эта вся убогость и серость жизни, неужели она не из-за несовершенства советского строя образовалась, а из целенаправленной деятельности по вредительству? Такие, да. Уже в 70-х решили союз разобрать. Ну, возможно. Но непонятно, почему так. То же там и с метро, что у нас, что у бритов с Амерами. Перестали строить, что ли, или что? Раскопали. Раскопали. Но как-то не особо верю в такие вещи. Хрущев дурак был, вот и подарил Крым одной из республик. Ну, своей бывшей, да. Не знаю. От ураганов землетрясений в США растет не только ВВП, но и госдолг. А у нас как будет? Ну, не знаю. У нас, наверное, тоже будет расти госдолг. Но современная монетарная денежная это экономическая теория, она считает, что пора не отводить стыдливо глазки и просто финансировать Центробанком такие проекты напрямую. У нас же как сейчас, если мы хотим Орлян восстановить, выпускаются облигации, эти облигации кто-то там скупает, в основном Центробанк, ну или Федеральная резервная система. И вот таким образом происходит это возрастание финансирования с одной стороны, а с другой стороны происходит возрастание долга бумажного. Вот. Вот такие вот вещи. Ну все. Как бы, давайте проверим еще. Пришло мне что-нибудь. Спасибо, да. Вот у меня есть единственный донат во время стрима. Это от Владимира Ф. Вот такие вот вещи. 23 минуты назад. Достаточно давно. Ну вот так мы вот зашли вот на такую, может быть, непопулярную тему. Чуть-чуть поговорили о ресентименте, о новом украинском мифе, что они нам что-то могут нанести существенный ущерб. Но как есть, так и есть. Мы тоже работаем над повышением ВВП Украины. Да, очень сильно. Но если их потом будут восстанавливать, то мы работаем. США с начала Первой мировой войны почти прекратил строить железную дорогу. Всех перевели на автомобили. А почему первый? Мне не казалось, что у них большой погром этот железнодорожный. Он случился там достаточно поздно, в 50-х, 60-х годах. Вот. Это же сложный вопрос очень, потому что автомобиль, он имеет большое количество преимуществ перед железной дорогой. Если у нас в Советском Союзе и в России по-прежнему железная дорога основной транспорт, не пассажирский, конечно, а грузовой, это что очень странно, то в остальном мире не так. Совсем не так это было. Но при том, что железных дорог в США было несравнимо больше, чем в Советском Союзе, по-моему, 2,5 раза, хотя я могу ошибаться. Вот, гораздо больше. Вот. У них неудобство было, это разгрузка, подгрузка. То есть автомобиль это такая штука, которая позволяет контейнер или небольшую порцию привезти от порога до порога. Железная дорога требует разгрузки и перегрузки. И в связи с ростом заработных плат выяснилось, что несмотря на более дорогой автомобильный транспорт, за счет сокращения вот этого перегрузочно-разгрузочного плеча лучше использовать грузовики. И все перешли на грузовики. В общем, у нас этого не произошло. Вы по-прежнему знаете, что в книгу, все знают, да, что в книгу рекорда Гиннесса входит участок где-то Омск-Новосибирск, как самый загруженный железнодорожный путь в мире по-прежнему. Она по-прежнему жутко загружена во всех. Бьются все рекорды, но при всем при этом заявки на перевозки, скажем, на Дальний Восток их гораздо больше, чем нужно, и прочие остальные вещи. Вот такая интересная штука с железными дорогами. И здесь, конечно, вопрос о строительстве не только Транссиба, не только этого БАМа, то есть полноценное строительство, то есть везде двухпутная магистраль, он созрел и перезрел, но и куча железных дорог по всей стране. Это как бы удивительно, почему именно
в России современный железный дорожный транспорт остается основным. Тут что-то такое с тарифами, наверное, какая-то интересная лажа. Я знаю, что еще во времена Гитлера приняли закон, запрещающий в Германии междугородние автобусное сообщение, что все пользуются железной дорогой искусственно. И сравнительно недавно, может быть, лет 5 или 6 назад, его только отменили, этот гитлеровский закон. И теперь по Германии можно путешествовать на автомобиле между городами. Вот такая вот вещь. Не особо верю, пока внимания сам не уделишь. Кури Лену Топсиду, Гуськова из Туапсе. Гуськова это девочка, да? Лена Гуськова, что ли? Хорошо. На потерю денег. Невзирая на потерю денег. Ну, не знаю, может быть, что-то с ними случилось не так. Но она по-прежнему великолепна, железнодорожная система США. Наша железка один из тормозов экономики. Люди работают. Да? Может быть. Сделал у нейронки любопытный расчет. Куда вам его сбросить? Ну, на почту сбросьте. Первый поезд англичане запустили в 18 году. Думаю, 1800. Думаю, ничего особенного. Просто элитам невыгодно говорить о причинах роста своих экономик. На костях выбывшей империи они поднимались. Ну, явно она была, это, наверное, не железнодорожная, это бывшая империя, а какая-то другая, да? Сейчас проверю. Ага. Какая-то другая. Вот мне еще один пришел донат. Сегодня Путин заявил, что не против Украины в ЕС. Вчера с тем же посылом выступил Янукович. Неужели кремлевские не только развалили Украину, а антироссию и впарили эту черную дыру европейцев? Это же триумф. Но я думаю, что это просто слова. За ними ничего не стоит. Кроме того, что мы вот такие хорошие и добрые. За ними ничего не стоит, может быть. Я вполне допускаю. То есть, как бы, если бы дошло реально до приема Украины в эту самую в Евросоюз, тут бы нашлись бы какие-то аргументы против, вполне возможно. Или наши настолько уверены, что ее ни в коем случае в Евросоюз не примут. Ну как Турцию. Турцию уже не принимают, так и Украину не примут. Вот так. То есть иногда надо сделать предложение девушке не для того, чтобы она согласилась, упаси Боже. Ты уверен, что она не согласится. А только для того, чтобы поднять ее самооценку и сделать ей комплимент. Вот здесь примерно то же самое происходит. Железка в любой стране – это масонская сеть. Проблемы начинаются, если ее контролирует вражеская страна. Вокзалы, масонские храмы, дворцы. Да, ну, не знаю. Может, как-то радикально. Слишком. А почему они железку так полюбили, масоны-то? Ну, может быть. Ну, так. Ну, в общем, все, наверное, да? То есть, тема не популярная. Значит, ну, все смотрят, сейчас всем же интересно. Сегодня даже я уверовал, что у Трампа какие-то проблемы либо со здоровьем, либо с самой жизнью. Посмотрим, чем это кончится. Все ожидают того, что он сегодня станет мухожуком, да? Передаст свой пост Венсу. Ну, а может быть, просто как любой актер, он продвигает ценность своего выступления, искусственно задерживает клинику, искусственно создают внимание клиники, которая лечит президентов, ко всем остальным мелким фактам, которые происходят. Там, публикации по видам новых фотографий, старых фотографий Трампа там, и прочего остальных вещей. Такие дела.
Там было все, включая ЖД, метро, дирижабли, атмосферное электричество. Елена Тописида – лучший альтернативный историк. Это не девочка Стопсе, а скорее всего ФСОшница в отставке. Может быть, не знаю, первый раз я не слышу. Телеграф шел по железке, тогда был контроль власти в стране. Ну, может быть, Трамп стал эмитентом скрипты. Да, но он является эмитентом. Как вы думаете, долго учиться на двойника от Трампа? Ну, он, думаю, недолго, но подготавливаю его. Там должны же какие-то операции даже быть, наверное. На ушах, как минимум. Делегация из Европы Трампа как-то принегативила. А что случилось? Я не знаю. Ну, посмотрим. Ну, это естественно, что они двойника отправляют играть в гольф. Вы же помните, одно из покушений на Трампа, это было как раз во время игры гольф. Одно из покушений. Вот. И теперь они выпускают двойника и распространяют слухи, что это двойник. Для того, чтобы для будущих желающих пострелять Трампа во время гольф-пати было меньше. То есть они бы думали, что они стреляют в двойника, или что на гольф-полях Трампа всегда двойники Трампа и так далее, и так далее. То есть искусственно это развивается. Как же я рад, что мы перестали быть сырьевым придатком Запада и стали, судя по экспорту, полным сырьевым придатком Китая. Вот это суверенитет. Стоило того, чтобы с дисконтом, а не наценкой продавать. Ну, стоило бы, наверное. Зато мы можем теперь в Китай без визы съездить. Вот тот самый безвиз, о котором так мечтала Украина Порошенко. Теперь он наш. Да, сильно ты отстал, если Топсиду не знаешь. Ладно, пока и удачи. Ну, отстала, я вообще отсталый. Железнодорожники предали царя же. А почему? Отчего там Переслегин возбудился снова на Маска? Что там он запулил? Но у них было же испытание Старшипа очередное. И оно типа успешное. То есть это из 11 испытаний, это второе успешное испытание. Однако я замечу, что это не совсем так. Ну, во-первых, у того сильно были повреждены и обгорели нижние стабилизаторы. Во-вторых, испытание, вот уже сейчас, я напомню, третий полет вообще Сатурна-5, это был облет вокруг Луны. Вот это 11-й, это опять был суборбитальный полет. То есть полетали меньше, чем Гагарин. Суборбитальный полет. Ступень отказались этими громадными лапами ловить. Сама посадка второй ступени, она происходила не на специальный корабль, чтобы ее сохранить, а просто в воду нахрен плюхнулись и все, и взорвались. То есть очень было упрощенное. То есть, с одной стороны, это как бы успешно, но это была специальная супер упрощенная программа, с одной стороны, а с другой стороны, тоже не обошлось без проблем. Ну вот, например, обгорели стабилизаторы нижние и были повреждены. Ну, по крайней мере, это вот даже он один из самых успешных запусков, вот этих испытательных запусков Старшипа. Он состоялся. Я поэтому не знаю. Игорь, попробуйте в следующий раз запустить стрим Shorts. YouTube любит такие стримы, людей много нагоняет. Ну, надо попытаться. А что это? Он же дает эти стримы только короткими. Почему же у нас такой избыток нефтепереработки, а цены все равно подняли? Какая связь? Ну, в том, что нефтяные компании должны компенсировать себе недостаток экспорта. Вот. У нас же цены управляются. Это проблема договоренности на каком-то достаточно высоком уровне. Цены на бензин. Ну, так оно устроено. Игорь, в Китае полно невест в деревнях, за русским философом очередь выстроится. Да вы знаете, я уж английский вообще не могу выучить, а уж китайский, он же тонический, это вообще нереально. ЖД-масоны в РАИ были от французских масонов, отсюда их зачистка с Дзержинским.
Да, ну, может быть. Ну, видите. То есть Дзержинский просто не был, просто не был с обычным садюгой. Он, оказывается, с масонами боролся. В Китае вообще-то дефицит женщин, поэтому готовьтесь наоборот, на конкуренцию с ними в этом направлении. В смысле, с женщинами. Вы видели этих невест? Лучше философом оставаться. Но я вот тоже думаю, что лучше. Маск агрессивно рекламирует бесплатный интернет во всем мире без исключения. Ну, в общем, да, это хорошо. Это будет здорово. Никто его не сможет заблокировать, потому что он вон там. Здорово же. Но зато сам Маск сможет им управлять. Тут уж тебе никакой VPN не нужен. Наши будут, конечно, бороться с этими устройствами, как раньше с этими радиоприемниками боролись, через которые можно было слушать «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», вот всякое прочее. И глушили. Наши тоже будут бороться сейчас. Подсказывают, что да-да, сегодня не только последний день лета, но и день рождения Мику Хуцуни. Но я даже не знаю, что это такое, что за Мику Хацуни. Я даже уверен, что я первый раз об этом слышу. Как объяснить последние новости РК «Энергия»? Очередная победа развитого путинизма или очередная многоходовочка? А какие новости? Я просто не знаю, в чем они состоят, эти новости. Наверное, их пропустил. Ну вот, я люблю же что-то пропустить такое. Очень-очень люблю пропустить. Но нет, ничего нет. Ну все, да. Тогда спасибо всем, кто был, спасибо моим донаторам. Их было уже несколько человек. Вот, и мы завершаем трансляцию.